Сейчас мы прогуливаемся по набережной. Как жаль, что набережную еще не построили. So in a big city like Mumbai, there's a lot of beaches. The beaches are not only for swim, but also for finding some loot from the bosses and for regular mobs. So we found the coconut. We found another coconut, big one, because coconut actually costs 25 rupees in India. So we're economizing a lot of money. And otherwise, we can find what else? We can find pottery. There is a pottery. We can find small crabs which are hiding inside the shells. We can find the temple stuff to tie it on the temple. We can find a lot of rubbish also, but we're not looking for rubbish, neither for plastic, but we're looking for something interesting, and there is Mumbai. Что ж, после того, как мы окончили наш тур по трущобам Мумбаи, мы отправились во второе по значимости место Мумбаи. Это остров Элефанта, названный так португальскими захватчиками, которые окрестили этот остров по статуе огромного слона, который там красовался. Хотели увезти, но не смогли, потому что их кораблики были очень маленькие и, в общем-то, затонули со слоном. Вот. И что значит примечательно на этом острове? Этот остров, как и у Плецихи, как и Паппадокия, был основан монахами, которые просто пришли молиться Богу Шиве, разрушителю, созидателю, ну и всякое там такого. Синий, короче, инопланетянин, который прилетел на планету, и, ребят, его здорово, мы будем твоими миньонами. Вот. И, значит, это там, значит, самый... Этому острову поклоняются. Посмотрим, как там они поклоняются. Португальцы поклонялись таким образом специфическим, что стреляли по барельефам этого храма из винтовок. Так что попробуем также найти пули и попробовать на зуб, потому что если золотые, может быть, перепродать. Добирались мы сюда 3 часа, если что. Примерно дорога берет лишь 1,5 часа, но поскольку в Мумбаи с трафиком все чики-бомбони, у нас 1,5 часа больше ушло на это. Рикшу вызывали через Uber полчаса. Кайфули. Смотрите, какие мы рисковые. Повторяем наш опасный опыт в Греции, когда мы ходили по железнодорожным путям. Боимся, что и сейчас нас может раздавить город. А слева вы видите воду и островочек. Все в таком хлипечком тумане. И справа тоже. Итак, к вашему и нашему удивлению, мы представляем вам великая, всем известная пещера Шивы или пещера Элефанта. Элефант с английского — это слон, тех, кто не знал, а тех, кто знал, я напоминаю. И мы сейчас пойдем внутрь пробираться сквозь толпу туристов, чтобы увидеть то самое, зачем мы сюда пришли. Но туристов много. Но зато и много белых туристов, не чувствуешь себя, так сказать, розовой вороной в стаде зеленых попугаев. Пойдемте внутрь.
Катя, расскажи интересный факт про эту пещеру. Не знаю ни одного интересного факта про эту пещеру. Неплохо, это факт. Окей. А здесь мы и еще миллион человек смотрим на Шиву Разрушителя. Это тот самый Шива, который родился чуть позже в мифологии индийской, чем предыдущие формы Шивы. И как вы видите, он держит меч, на голове у него есть черепуха и что-то еще. В общем, он плохой парень, разрушает миры. Возможно, вы ничего не видите, но я вам расскажу, что происходит. Вот здесь у нас есть наш бог Шива и его супруга, как его звали, Парвати. А сверху бегут две команды. Команда белых и команда красных. И думают, что голова Шива — это футболист. Вот и большущая Шивина. Смотрите, какая голова разгневанного бога. Такую голову не хочется гневать, потому что она может тебя и съесть. Ничего не видно. Как вы видите или не видите, сзади от меня расположено святое яйцо. И как известно, если пройти вокруг него один раз, то из него вылупится курица или другое божество. Поэтому проведем эксперимент. Я пройду ровно один раз, и если что-то произойдет, то вы потом узнаете. Я прохожу раз. So as you see, it's very hot here in India, even though it's January. Снимайте меня, пожалуйста. So it's January and it's pretty hot here. And getting there in the mountain, we found a lot of monkeys, which we called little shpluks. This was one shpluk, and there is another shpluks. Be patient and careful. There is a giant hole inside this ground. So as you see, I also have a stick, the woman which is selling the chips and crisps and fish and chips and Coca-Colas. She gave me this stick to fight back with the monkeys. She said it's pretty dangerous here. Sabotage! As you see here, there are only already 5 or 6 shpluks, and that's why I have this one. This is a artillery weapon Englishmen used against those little shpluks. Почему English? Почему не Португалия? It was not Portugalia, it was English people. Yes, So as you see now, I'm protected from the monkey. Сейчас мы наблюдаем типичное кормление чаечек. Чаечки обыкновенно. И они белые. Представляете, я думал, в Индии они будут каких-то радужных цветов, а они такие же белые, как и везде. Печаль. Как вы видите, поскольку мы находимся в Индии, мы выбрали Indian Ferry Lines, то мотор нашей лодочки отказался работать, и мы встали посередине моря. И теперь мы едем на буксире обратно. Надеемся, что мы доедем.